пси-террор. Разговор о сектах. Виктор Вольный. Кстати, как стал выкладывать фотографии своих травм, так соседи, группа из молодежи засуетились, стали постоянно выяснять отношения, кричать друг на друга. Мельком слышал, мол, говорят про это, насколько понимаю, обмануты многие тем, что считают, что жертве не больно и никаких травм нет, что это просто игра такая. Тем же объясняется веселое настроение сталкеров при травле. Пора уже рассказывать правду, что они все по факту пособники убийства и инвалидизации человека. Еще вот такая странность, что нормальные фамилии не могут придумать. 2 белых и 1 белых. Все тянет на белое. Были заподозрены в связях с преступниками и исключены из чата. Также еще 4-й как кандидат с белизной в фамилии пока не отвечает на вопросы. Влад Югра. Все можно записать. Звук по крайней мере. Подвести микрофон поближе к источнику. Воздушный канал, к примеру. Там отличная слышимость. Поставить режим включения по шуму и пусть пишет круглосуточно. Дети Саша Белого. Бригада. Двоеточие. По аналогии с детьми лейтенанта Шмидта. Или просто хотят видеть себя белыми и пушистыми. Виктор Вольный. Ну 2 из них точно христиане и довольно-таки фанатичные. Возможно в этом и дело. РПЦ. Влад Югра. На конференциях разговаривал с одним истинно верующим христианином. Зачем, мол, они, их предки, уничтожали население Руси, в том числе при насильственном крещении. Он сказал, что иначе их бы поймали взад. Вот такое и странное оправдание собственному садизму. Они, кстати, практически все знают, зачем убивали, что им за это обещано. Земля, имущество убитых. Там по типу контрактной основы заключили договор с Богом, якобы, и вперед, на жатву. Современных также обрабатывают, по-любому. Виктор Вольный. Ну, сколько не общался, все попадали зомби, которым просто на внушительных сектах сузили мир до одного источника и провозгласили его единственно правильным. Влад Югра. С яговистом интересно довелось поговорить. Квартиры забирайте. Да, какая разница, кому они достанутся, почему и не нам. При этом честный и ровный такой весь. Тренирует их там жестко. Веровал в жизнь вечную на земле. За свою праведную жизнь. Как то это все у них хорошо в головах уживается вместе. Благо запретили эту организацию. Дюжи назойливые. Вот то, что они с пси-террором связаны, не знал. Иначе бы организовал им кирпич вдогонку. Виктор Вольный. Многие секты связаны, так как они там уже все зомбированные и легче поддаются внушению своего пастора, который скажет, что все в порядке. Влад Югра. Я вот думаю, в чем причина их запрета. Конкурентов убрали. Ведь это огромный бизнес, отжатие имущества и квартир. Виктор Вольный. Христиане так вообще мстительные и жестокие. Если на человека липовый компромат составить и показать им от спецслужб, например, то будут истязать всю жизнь и думать, что так и надо. Не знаю, вполне возможно, что не поделили с РПЦ эту нишу. Думаю, многие школы медитации связаны, так или иначе, с преступниками. Там, где накуриваются благовония, легко можно пустить что угодно. Ну а также помню, рассказывал о кришнаитах, которые кормят людей и могут подмешать в еду свои наркотики. Что происходило и со мной. Меня за правду сейчас и преследуют, наверное, всякие сектанты. Влад Югра. Кришнаиты — это и есть главные пси-террористы. Какой-то высокий чин в СССР сказал несколько десятков лет назад: 3 вещи развалит союз. Одна из них — кришнаиты. Виктор Вольный. Ну, мое знакомство с сектами началось с них. Привел к ним в храм мой новый друг, который потом, как выяснилось, был евреем, что довольно странно. Влад Югра. Что все объясняет. На самом деле, Виктор Вольный. Кришнаиты вообще опасны, так как постоянно норовят тебя покормить. Я тогда еще толком не знал, почему мне еда вставляют как наркотики. Ну, у них культ. В общем, о священной еде, просада, от которой потом идет приход. Мне вот помню часто подсовывали всякие там люди что-то вроде редкого суперпросада из Индии, после которого и начинался мой приход. Не связывайтесь. В общем, с сектами, Влад Югра. Когда полностью знакомишься с картиной реального мира, перестаешь пользоваться медицинскими услугами, зная, что они с тобой делают. С образованием ничего поделать нельзя.
Туда отдают с детского возраста, но понимаешь, что оно бесполезно и даже вредно. Обращение в разные государственные органы, пустая трата времени, зачастую, и так далее и тому подобное. Сразу появляется масса свободного времени, если выходишь из беличьего колеса, созданного верами для глупых рабов. Ловушек тысячи и везде только одно: слив потенциала, съем денег и собственности. Насосная система. Виктор Вольный. Также вот это весь пситеррор не работает, когда, грубо говоря, человек не под кайфом, потому они и стараются повсюду накачать своим газом и наркотиками. На улице же мне как пример постоянно навязывают выпивку. Какие-то незнакомые мужики предлагают выпить вместе. На кассе оставляют специально пиво бесхозное прямо перед моими покупками и тому подобное. Влад Югра, надо же, сколько соблазнов на халяву, накурить, напоить. С этим надо особо осторожно обходиться. Кто не хозяин своему сознанию, тех и перерабатывают в навоз. В итоге, это стандартная схема уничтожения в нашем мире. В наше время, первое, что проходит в школе зверьков, это не алфавит, а набор препаратов, вырубающих сознание. Виктор Вольный. Все бы ничего, так они еще туда добавляют свою химию. Ну а если просто, например, выпить и потом обработают газом, то, конечно, сознание еще лучше поплывет. Влад Югра. Любой зверек знает, что мешать и добавлять в газировку для обездвиживания клиента.